Всем привет! Сегодня хотелось бы поделиться с вами впечатлениями по сериалу «Новое сердце», 2007 год. В главных ролях Чо Чи Хён, это актер, который играл главного героя в сериале «Фортепиано», который постарше, и Чи Сон. Остальных я не знаю. Вру, некоторых знаю, но не знаю фамилий, не могу запомнить. Итак, краткое содержание. В Сеуле есть знаменитый университет Кванхи, он действительно существует, он дает образование медицинское, и одновременно выпускники проходят ординатуру. То есть медцентр частный, где лечат, делают операции и так далее, естественно, за оплату. Есть два главных героя. Постарше Че Гангук, состоявшийся хирург, но попавший в немилость к руководству университета и сосланный в глушь, и молодой выпускник малоизвестного южного медицинского вуза Ли Ин Сон, выросший в приюте, который тоже прозябает в провинциальной больничке. И по воле случая они встречаются. Тот, который постарше, обращается за медицинской помощью к молодому врачу, и в это же время привозят больного, при котором есть рентгеновские снимки, но молодой врач не может их правильно прочесть. И вмешивается хирург постарше, точно ставит диагноз по снимку, и, сделав в боку больного отверстие, ставит дренаж, откачивает кровь и дает указание Инсону срочно отвезти больного в университет Кванхи. Профессионализм хирурга вызывает у молодого интерна восторг, и у него появляется мечта пройти ординатуру, специализироваться в области торакальной хирургии именно у этого профессора Гангука в университете Кванхи, которого как раз в это же время сменившееся руководство приглашает вернуться в университет. Вообще, я заметила, в корейских сериалах все начальники либо их называют директорами, либо председателями, а если научная сфера, то профессорами. Что такое торакальная хирургия? Это отрасль хирургии, которая занимается изучением, диагностикой и оперативным лечением травм, а также острых и хронических заболеваний органов, располагающихся в грудной клетке. В общем, сериал медицинский, про дедовщину, про любовь, про козни, интриги, подсиживание, кумовство, борьбу за должность, влияние, платную медицину, которая не всем по карману. В общем, все как обычно, но от экрана невозможно оторваться. У меня уже зрение портится, но я упорно их смотрю. Всем рекомендую, очень интересно. Актеры, исполняющие две центральные роли, очень мне симпатичны. Вот мне хотелось бы отметить про эпизод, когда врачи вечером вышли поужинать, и так случилось, что у одного из больного произошла остановка сердца, а ни одного врача не оказалось рядом. А по правилам этой больницы медсестра не имела права применить дефибриллятор, поэтому она позвонила врачам просить разрешения, и они, конечно, разрешили, за что их потом наказали. И вот о чем я подумала, что некоторые абсурдные правила специально создаются для того, чтобы здравомыслящие люди их нарушали, руководствуясь логикой, обстоятельствами и здравым смыслом, а их за это бы потом наказывали, то есть такой своеобразный кнут. Смотрю я эти сериалы, и у меня ощущение, что корейцы знают какой-то секрет производства этих дорам. Где-то поплачешь, где-то посмеешься, где-то погрустишь, где-то задумаешься о смысле жизни и смерти. И еще лишний раз я убедилась, что профессия врача-хирурга, врача вообще, а хирурга особенно, очень опасная. Интересно, есть статистика, до скольки лет они доживают? Потому что каждый раз, когда берешь в руки скальпель, не знаешь наверняка, чем все закончится. Сколько переживаний, страхов, сомнений. Но, слава богу, финал счастливый в сериале. Всем хорошего просмотра и пока.